Допустим, ты решил начать бизнес, стать предпринимателем. Отличная идея. Свобода, деньги, успех. Красота! Ты полон энтузиазма, уже видишь себя успешным, придумал название компании в честь себя и рассказал об этом друзьям. А потом садишься и понимаешь, а что дальше-то? Что продавать? Кому? Как находить клиентов? Как вообще это все работает? Ты начинаешь гуглить, смотреть видео, читать статьи. И приходишь к мысли, что чем больше узнаешь, тем меньше понимаешь. Все кажется хаосом, где одни зарабатывают миллионы, а другие разоряются за неделю. Но бизнес – это не хаос, это система. И если понять ее основы, ты перестанешь бояться. Сегодня ты узнаешь, чем на самом деле занимается бизнес, с чего начинается любое дело и что продавать. Как убеждать людей покупать именно у тебя. Как искать клиентов и как продавать без этого противного ощущения выпрашивания денег. Теперь начнем с самого главного. Что вообще такое бизнес? У каждого человека постоянно есть проблемы, которые портят ему жизнь. Например, тебе нужно сдать международный экзамен по английскому на уровне носителя для поступления в университет. У тебя два варианта. Самому изучать формат экзамена, искать примеры заданий, сомневаться, правильно ли ты готовишься. Или записаться на курс подготовки, который помог 9 из 10 стоматологам сдать на этот уровень. Конечно же, ты выберешь курс и заплатишь деньги за результат. Бизнес – это когда ты решаешь проблемы других людей за деньги, а не продаешь товары или оказываешь услуги. А люди не покупают курс по голосу, они покупают уверенность в своей речи. Чем больше проблема и ответственность за ее решение, тем больше готовы заплатить. Ты можешь монтировать видео для блогера, а можешь взять на себя продвижение всего бизнеса в соцсетях. Начиная написанием сценариев и монтажа, заканчивая продажами. Из-за этого готовы платить миллионы. Ведь ты закрываешь большую бизнес-проблему и берешь на себя риск. Но если твой гениальный продукт не решает проблему, которую люди чувствуют, никто не купит. Поэтому запомни главное. Бизнес начинается не с идеи, что я хочу продавать, а с вопроса, какую проблему я могу решить. Тут многие зависают. Идеи нет. Кажется, что все ниши заняты, все уже придумано, а у тебя ничего. И это тот момент, где 90% людей сдаются еще до старта. Одни откладывают мечту до лучших времен, другие открывают YouTube и вводят топ-10 прибыльных бизнес-идей в 2025 году с минимальными увлажнениями. И получают список вроде «Открой кофемашину на колесах», «Начни продавать худи» или «Запусти телеграм-бота». И вроде бы все звучит красиво, но есть один нюанс. Ты не знаешь, почему они сработали у других, какие люди покупают и зачем им это нужно. Поэтому, когда ты просто копируешь, ты идешь вслепую. А это почти всегда заканчивается одинаково. Либо заканчиваются деньги, либо заканчиваешься ты. На самом деле идея для бизнеса у тебя уже есть. Просто нужно знать, где искать. Первое – твоя боль. Это когда ты решил собственную проблему и теперь можешь помогать другим пройти этот путь. Например, ты разобрался в питании и тренировках и скинул 20 килограмм. Теперь можешь помогать людям похудеть через марафоны и блог. Второе – твоя профессия. Работая в компании, ты видишь, как работает бизнес изнутри, без постоянного участия владельца. Кто за что отвечает, как происходит взаимодействие, откуда берутся клиенты. Это знание – огромная ценность для создания своего бизнеса. Например, ты бариста в маленькой кофейне. Тебя научили заказывать кофе, управлять заведением и делать рекламу в интернете. Используй этот опыт, чтобы открыть собственную кофейню и нанять человека работать на тебя. Третье – твоя страсть. Это когда у тебя есть хобби, которым ты занимаешься для души. И если у тебя есть результаты, ты можешь помогать другим их достичь. Например, ты любишь готовить, друзья постоянно просят рецепты, хвалят твои блюда. Можешь вести кулинарный блог, продавать готовую еду на заказ и делать кулинарные мастер-классы. Когда идея выбрана, ответь на 3 вопроса. Кто уже это продает, как они это делают и покупают ли вообще такое решение. Анализ покажет, есть ли спрос, а ты сможешь повторить то, что работает у других, чтобы снизить шанс своего провала. Посмотри сайты, соцсети конкурентов, заголовки, предложения, дизайн, формат контента. Собери то, что работает, и адаптируй под себя. Так чужое превращается в оригинал. Но создавать продукт еще рано. Сначала нужно понять, для кого он. И это самый важный пункт. Игнорируешь его, обесцениваешь все остальное. Без него ты не сможешь убедить клиента, и он ничего не купит. Анализ целевой аудитории – это когда ты узнаешь о человеке все, что поможет убедить его купить именно у тебя. А для этого нужно знать 4 вещи. Боли, что мешает ему получить желаемое, отмазки, что он говорит себе и другим, чтобы не действовать, страхи, чего он боится, не получить результат, потерять деньги, выглядеть глупо, желание, что он хочет получить в итоге, как изменить свою жизнь.
Когда ты знаешь эти 4 пункта, ты понимаешь, как говорить с человеком, чтобы он купил. Теперь ты знаешь, что и кому продавать. Но даже если у тебя есть продукт, который реально решает проблему, без умения правильно подать, его никто не купит. Представь, у тебя есть курс по похудению, который реально работает. Но если ты просто напишешь «курс по похудению, купи», никто не придет. Людям нужно сразу понять, что ты понимаешь их боли и желания, что твой метод реально работает и как изменится их жизнь после результата. Вот тут и нужен копирайтинг, умение убеждать людей словами. Первое, что видит человек, это заголовок. Если он не цепляет, все остальное не имеет смысла. Например, заголовок «Репетитор ЕГЭ по математике» никого не цепляет. Никто даже не нажмет на рекламу. Его можно улучшить, добавив 4 пункта из анализа целевой аудитории. Он хочет высокий балл. Он считает, что у него нет времени. Он боится потерять деньги впустую. Самостоятельная подготовка у него не работает. Добавляем в заголовок то, что он хочет услышать, и получаем: помогу сдать ЕГЭ по математике на 90 плюс баллов, занимаясь 6 часов в неделю, или верну деньги. Такой заголовок снимает боль, убирает отмазку, нейтрализует страх, обещает конкретный результат. После того, как ты заинтересовал человека, нужно удержать его внимание до самого конца. Есть куча разных структур и приемов, как это сделать. Самая частая, которую ты видишь в коротких видео, это захват внимания, боль, усиление боли, решение, призыв к действию. Эта структура помогает выстроить доверие. Человек видит, ты не просто что-то продаешь, а реально можешь помочь ему изменить жизнь к лучшему. И вот ты подвел человека к принятию решения. Но если ты не скажешь ему, что дальше делать, ты его потеряешь. Даже самый крутой текст и самый крутой продукт не продадут себя без призыва к действию. Достаточно фразы «переходи по ссылке в описании», чтобы человек сделал именно то, что тебе нужно. Но чаще он не захочет действовать сразу. Поэтому есть проверенные способы, как заставить его действовать быстрее. Дефицит, срочность, социальные доказательства, простое решение. Эти приемы создают ощущение упущенной возможности и помогают человеку принять решение быстрее. Теперь, когда у тебя есть сильное предложение и цепляющие заголовки, пора сделать так, чтобы о тебе узнали. Даже самый крутой продукт в мире никто не купит, если о нем не рассказывать. Поэтому задай себе вопрос: где сидят люди, которым я хочу помочь? Когда ты понял, где они, начинай разрабатывать материалы. Каждая соцсеть и сайт живут по своим правилам. В TikTok и Shorts важны краткость, динамика и эмоции, а в Telegram люди больше читают, чем смотрят видео. Под формат подстраивается все: текст, размер, оформление. Это и есть маркетинг, и он про внимание. Если ты правильно выбрал аудиторию и говоришь с ней на понятном языке, тебе не придется продавать, они сами захотят купить. Для отработки навыков копирайтинга и маркетинга советую тебе взять какую-то идею, которую ты хочешь продвигать или продавать, и начать выполнять все эти процессы через создание видео для ТикТока, Ютуба, ВК-видео. В общем, создавать контент для соцсетей и показывать это людям. Ты получишь обратную связь и увидишь, что работает, а что нет. В конечном итоге, экспериментируя, ты найдешь то, что работает именно у тебя. После того, как ты заинтересовал человека и сказал ему, что делать дальше, настало время познакомить его с продуктом и только затем продавать. Это называется воронка продаж. Вот мы смотрим видео, и в конце автор говорит смотреть в описании. Напиши путь. Мы пишем и сразу получаем сообщение с ссылкой. Нас перекидывают в Telegram-бота, где нас знакомят с продуктом и предлагают его купить. В этой воронке человек не чувствует давления и шаг за шагом идет к покупке. И вот пора продавать. Тебе пришел клиент, и тут тебя сковывает страх. Кажется, будто ты навязываешься и впариваешь товар. Это чувство берется из неуверенности в себе и в своем продукте. Ты впариваешь только тогда, когда не уверен, что твой продукт реально помогает. Когда ты это понимаешь, страх уходит, ты не обманываешь. Ты становишься проводником между проблемой и решением. Знаешь, что самое важное в продажах? Чтобы клиент мог тебе заплатить. Многие теряют первых клиентов, потому что нет карты и настроенных переводов. Не повторяй эту ошибку. Оформи дебетовую карту Black от Т-банка, и ты сможешь принимать платежи без комиссии, даже если у клиента карта другого банка. Кэшбэк до 30% и бесплатное обслуживание помогут экономить и получать бонусы за покупки. Карта работает за границей, а поддержка 24/7 онлайн позволит быстро решить любые вопросы с живым человеком. Оформляй карту онлайн с бесплатной доставкой по ссылке в описании. А по промокоду на экране получишь 1000 рублей обратно, если потратишь 3000 рублей в первый месяц после активации карты. Для практики продавай в личных сообщениях. Когда клиент спросит, сколько стоит, а ты назовешь только цену,
ты его потеряешь. Вместо этого рекомендую такую структуру. Для начала поздоровайся, затем назови продукт, коротко опиши, что он включает и что получит человек, и только потом называй цену. Заверши фразой: еще что-то подсказать или перейдем к оплате? Если появятся возражения, закрой их через понимание потребностей аудитории, а потом спокойно заключи сделку. Теперь ты знаешь, какие навыки тебе нужны для запуска первого бизнеса, но где достать эти знания? Специально для тебя в своем телеграм-канале я оставил подборку книг по маркетингу и копирайтингу, которые не только тебя мотивируют, но дают реально полезные практические рабочие навыки, которые ты сможешь применить сразу же после прочтения книги, если ты не ленивый. Переходи по ссылке в описании или открывай телеграм-канал по QR-коду на экране и начинай читать уже сегодня. Готово. Ты заложил прочную основу для создания своего первого бизнеса. Теперь перед тобой открываются десятки путей. Найм команды, масштабирование, новые продукты. И помни, бизнес либо растет, либо умирает. Третьего варианта нету.